Мы привыкли думать, что знаем историю своей планеты и законы Вселенной. Но что, если я скажу вам, что прямо сейчас существуют артефакты и сигналы, которые буквально ломают логику? Наука — это мощный инструмент, но иногда она пасует перед реальностью. Сегодня мы разберем 5 тайн, которые не просто не разгаданы, а буквально ставят под сомнение все наше знание. Представьте мир, где книга не может быть прочитана лучшими умами, а в космосе существует нечто, что притягивает нас вопреки законам физики. Это не фантастика, это наша реальность. От нечитаемого фолианта до невидимого монстра в глубинах космоса. Это будет долгое и странное путешествие вглубь кроличьей норы. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Погнали! Номер 1. Рукопись Войнича. Нечитаемая истина. Это книга 15 века, найденная в древнем монастыре. Она написана на абсолютно неизвестном языке, не похожем ни на один другой. История рукописи полна загадок. Она принадлежала королям и императорам, включая Рудольфа II, который верил в ее алхимическую силу. Все они пытались понять, что же там написано, но безуспешно. В начале 20 века антиквар Вильфрид Войнич обнаружил ее на вилле в Италии. С тех пор рукопись носит его имя, но ее тайны остаются за 7 печатями даже спустя столетия. В книге 3 основных раздела. Первый — ботанический. Здесь сотни рисунков растений. Но вот в чем подвох. Ни один ботаник в мире не смог идентифицировать эти виды. Это выглядит как флора с другой планеты. Есть и биологический раздел со странными рисунками людей в зеленых бассейнах, соединенных сложными трубами. Одни видят в этом алхимические процессы, другие — описание внеземных технологий. Второй раздел — астрономический. Здесь изображены знаки зодиака и звездные карты, которые не соответствуют нашему небу. Как будто автор смотрел на звезды из другой точки пространства или времени. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 2009 году, подтвердил, пергамент был изготовлен между 1404 и 1438 годами. Это не подделка. Книга реальна. Лучшие криптографы и самый умный ИИ не смогли расшифровать ни слова. ИИ вообще после этого, кажется, попросил отпуск и бутылочку машинного масла. Полный тупик. Существует версия, что это величайшая мистификация в истории, но создать сотни страниц осмысленного, но нечитаемого текста без единой ошибки — это потребовало бы десятилетий каторжного труда. Ради чего? Недавние исследования предполагают, что это может быть протороманский язык, записанный уникальным алфавитом. Но споры в научном сообществе только разгораются. Тайне нет конца. Это полный тупик. Пойдем дальше. Номер 2. Сигнал. Вау. Одиноки ли мы? В 1977 году телескоп «Большое ухо» поймал нечто невероятное. Видимо, кто-то во Вселенной все-таки забыл выключить утюг. Сигнал длился ровно 72 секунды. Его частота, 1420 МГц, совпадает с линией водорода. Именно на этой частоте мы сами бы искали братьев по разуму в космосе. Это идеальный код. Астроном Джерри Эймон, увидев распечатку на следующее утро, был настолько поражен, что просто обвел данные и написал «Вау!». Это восклицание стало символом нашей надежды на контакт, но за радостью последовало ожидание. Тот самый телескоп «Большое ухо» больше не существует. Он был демонтирован в конце 90-х, чтобы освободить место для гольф-поля. Но сигнал, который он поймал, все еще эхом отзывается в науке. Многие пытались объяснить это прохождением комет, но научное сообщество быстро разбило эти теории. Кометы не могут давать такой узкополосный и мощный сигнал. Это было что-то другое. Что-то, что хотело быть услышанным. В 2012 году человечество даже отправило ответный сигнал в ту же точку космоса. Тысячи сообщений от людей со всего мира. Но ответа мы так и не получили. Созвездие Стрельца хранит молчание. Мы искали этот сигнал десятилетиями, но он больше никогда не повторялся. Был ли это разовый привет от чужой цивилизации или сбой в самой ткани реальности? Ответ все еще там, среди звезд. Мы все еще одни. Или нет? Номер 3. Линии Назка. Геоглифы для богов. В перуанской пустыне разбросаны сотни гигантских рисунков, которые видны только с огромной высоты. На Земле их просто не заметить. Это чудо древнего мира. Мировую известность линии получили в 1939 году, когда американский археолог Пол Косок пролетел над Плато на самолете. Он увидел то, что люди не замечали тысячи лет – гигантские фигуры. Здесь есть все, от пауков и колибри до странных обезьян. Но как древние люди могли создавать такие фигуры с идеальными пропорциями, не имея возможности подняться в воздух? Это математический шедевр без права на ошибку.
Немецкая исследовательница Мария Райхе посвятила всю жизнь изучению этих линий. Она жила в пустыне и охраняла их. Она считала, что это гигантский астрономический календарь для определения времени посева. Но некоторые линии выглядят слишком странно. Идеально ровные плато, срезанные вершины гор – все это безумно напоминает современные взлетно-посадочные полосы, как будто кто-то готовил место для посадки больших объектов. Совсем недавно с помощью дронов и искусственного интеллекта ученые нашли еще сотни новых геоглифов. Они меньше по размеру, но еще более сложные. Древние рисовали на Земле целые послания. Но кому? Это породило теории о древних космодромах. Звучит как сюжет для РЕН-ТВ, но когда у тебя нет GPS, а рисовать очень хочется, и не такое придумаешь. Пойдем дальше. Номер 4. Эффект Манделы. Сбой в матрице. Это феномен коллективной ложной памяти, когда миллионы людей уверены, что помнят события и детали, которых никогда не происходило. Это пугает до мурашек. Вы помните фамилию знаменитых мишек как Беренштейн, а на самом деле они всегда были Беренстейн. Или монокль у человечка из «Монополии». Его никогда не было. Это не просто плохая память, это системная ошибка. Или черная полоска на хвосте Пикачу. Ее тоже нет. Либо мы все массово сошли с ума, либо матрица просто издевается над нами, подтирая мелкие детали. Интригует? Это только начало. А как насчет логотипа Fruit of the Loom? Миллионы людей помнят рок изобилия за фруктами, но компания утверждает, его никогда не существовало. Как мы все могли ошибаться в одной и той же детали? Это сбивает с толку. Это баг в системе. Даже знаменитая фраза «Люк, я твой отец» из «Звездных войн» на самом деле звучит как «Нет, я твой отец». Но все помнят иначе. Даже актер Дарт Вейдер помнил ту неправильную версию. Как это возможно? Сбой в коде? Похоже на то. А помните концовку песни «We are the champions»? Многие готовы поклясться, что Фредди Меркьюри поет «Of the World» в самом конце, но в студийной версии этого нет, песня просто обрывается. Это сводит с ума миллионов фанатов. Наука говорит, это ложная память и коллективная внушаемость, но сторонники теории заговора уверены, мы переместились в параллельную вселенную, или кто-то просто обновил код нашей реальности, забыв про мелкие баги в наших головах. Баг за багом, погнали к финалу. И, наконец, номер 5. Великий аттрактор, куда мы все летим. Это гравитационная аномалия такой мощи, что она засасывает в себя нашу и тысячи других галактик со скоростью миллионы километров в час. Это космический пылесос. Мы не видим, что это такое. Это огромный невидимый магнит, который тащит нас в неизвестность. Это как если бы Вселенная решила сделать генеральную уборку гигантским космическим пылесосом. Гравитация, ломающая физику. Но Великий аттрактор не конец. Оказывается, он сам и все наше окружение летит к еще более массивному объекту – сверхскоплению Шепли. Это масштаб, который невозможно осознать человеческим разумом. Мы просто песчинки в урагане. Мы часть сверхскопления Ланиакея, что в переводе с гавайского означает «необъятные небеса». И все оно несется в одну точку. Мы летим к своей гибели или к новому началу. Никто не может дать ответ. Это величайшая тайна космоса, которую мы не можем увидеть. Но чувствуем ее силу. Эта аномалия бросает вызов стандартной модели расширения Вселенной. По всем законам, галактики должны разлетаться друг от друга, но Великий аттрактор говорит об обратном. Он нас ждет, и он нас получит. Рано или поздно. Это неизбежно. Тайны — это топливо для нашего прогресса. Возможно, ответ на одну из этих загадок изменит наше представление о реальности навсегда. Мы лишь наблюдатели в этом сложном и прекрасном коде Вселенной. Все еще только начинается. Вы готовы к ответам? Какая из тайн кажется вам самой жуткой? Пишите в комментариях, подписывайтесь на HipTop, здесь говорят правду. До скорого в новых измерениях. Погнали дальше!